Всех приветствую, подписчиков и гостей канала Кастомайзер. Я продолжаю работать над салоном двенашки, а именно по внедрению планшета в центральный обдув отопителя салона. Запомнили данную картинку, как это у нас все выглядит. И через мгновение будет уже планшет в центральном дефлекторе. Итак, планшет вместе с кастомной рамкой установлен на свое место. Это предварительный вариант, так как еще мне нужно будет его подогнать по месту, так как по бокам и с задней стороны, надеюсь, видно, есть зазоры, которые нужно доработать. Но, в принципе, задумка такова. И если смотреть с места водителя, довольно-таки эргономично, и рука спокойно дотягивается до самого планшета. Конечно, сегодня не так ярко, как хотелось бы, и освещение от того и хромает. Но это нам не помешает посмотреть, как предварительно установлен планшет в своем месте центрального обдува. Итак, если рассматривать планшет со стороны водительского места, дотягиваюсь я до него совершенно спокойно. То есть мне не приходится наклоняться вперед, либо как-то по-другому дотягиваться до планшета. В плане эргономики меня все устраивает. И также его поворот немного направлен в сторону водителя, как и вся эта центральная часть. Давайте немного послушаем музыку. Снимаем блокировку. Так, еще раз покажу, насколько он быстро действенный. Конечно, сейчас камера в режиме 0.5 и на 30 FPS. Не так будет четко вам показывать. Нет, вот с водительского места. Итак, музыку. Я в основном слушаю музыку, но и с задачей, чтобы смотреть видос, данный планшет также будет справляться. Нажимаем play. Так, 1%. Да, не удалось нам, как положено, попереключать треки, повключать видосы, но в предыдущем видео я это делал и показывал, как работает режим видео, точнее, как планшет заходит в YouTube и как он воспроизводит видео. Не успел вам показать, но сейчас данный планшет установлено соединение с помощью такого Bluetooth USB, то есть музыка воспроизводится, точнее включается на планшете, а звук воспроизводится с данного 1 магнитолы Sony. Данным магнитофоном я доволен. Это, как я и говорил, это Sony. И получается, все воспроизводимые звуки с этого планшета будут передаваться в этот магнитофон через Bluetooth USB флешку. И настройки высоких, низких, средних частот будет настраиваться на этом магнитоле. Планшет же будет в роли только монитора. Хоть нам и не удалось послушать музыку, но концепция того, как выглядит планшет в центральной части панели ВАЗ-2110, старая панель выглядит именно вот таким образом. И, конечно, не могу не сказать о трещинах, которые сейчас мне бросаются в глаза, так как здесь у меня на постоянку лежит жесткая накидка на панель, которая эти трещины и скрывает. Также говоря о жесткой накидке на панель, придется ее доработать, так как она не будет ложиться на свое место из-за данного козырька корпуса планшета. И придется жесткую накидку на панель доработать, то есть прибавить вот такой козырек, который также будет закрывать вот данный корпус. Выглядит это примерно так. Вот настолько этот козырек, корпус планшета, мешает жесткой накидке на панель. На этом наш мини-обзор планшета и его кастомного корпуса, а также как он выглядит в салоне двенашки, подошел к концу. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить уже финишный вариант того, как это будет все здесь смотреться и функционировать. Всем до новых встреч, увидимся в следующем выпуске. Всем пока.